Привет! Мы будем вязать такую куклу. Это девушка Пикачу. Я подробно покажу, как вяжется каждая деталь. А начнем мы вязание с ножек. Для этого нам понадобится пряжа ирис бежевого цвета, желтого, коричневого и белого. Крючок 1,25 мм, ножницы, игла большая и маленькая, нитки мулине для вышивки лица и для волос. На волосы нужно 5 мотков ниток и тонкая контрастная нить вместо маркера. Еще вам понадобится синтетический пух для наполнения, медная проволока диаметром 1,5 мм. Можете брать в изоляции, потом я покажу, как ее снять. Для этого вам понадобятся плоскогубцы и нож. Чтобы сделать стельку, нам нужен пластик. Вы можете взять коробочку от сыра, творога или йогурта, что найдете у себя дома. Предварительно я стельку нарисую на бумаге, и нам нужен будет скотч, чтобы приклеить эту нарисованную стельку к пластику и потом вырезать ее. Чтобы подошва куклы не скользила, можно заклеить ее клеем-пистолетом. Так что вам может понадобиться еще клей-пистолет. Но это не обязательно. Я буду вязать ниткой потолще, чтобы вам было лучше видно. Я взяла пряжу джинс фирмы Yarnart и крючок 2,5 мм. Берем белую нить, оставляем небольшой хвостик и начинаем вязать ногу из 9 воздушных петель. Крючок вводим под нить, поворачиваем против часовой стрелки, захватываем нить от клубка и вытягиваем через петлю. Затягиваем. Дальше вяжем воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем вводим крючок во вторую петлю от крючка и вяжем одну прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Затем в петли цепочки вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В последнюю петлю цепочки вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Я буду вязать изнаночной стороной наружу, поэтому хвостик этот я кладу вот сюда, на лицевую сторону. И продолжаю вязать по петлям цепочки 7 столбиков без накида. Затем я кладу между крючком и рабочей нитью нитку контрастного цвета. Она будет обозначать начало следующего ряда. Я делаю соединительный столбик в первый столбик без накида предыдущего ряда. И третий ряд, 1 воздушная петля, 1 столбик без накида в ту же петлю. Затем в следующую петлю вяжем одну прибавку, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Затем 6 столбиков без накида. Дальше 3 прибавки. 1 раз, 2 столбика в одну петлю. Второй раз. И третий раз. Дальше 6 столбиков без накида и 1 прибавка. Делаем соединительный столбик в воздушную петлю, затем перекладываем ниточку маркер вот таким образом и делаем еще одну соединительную петлю только за переднюю стенку.
Этот хвостик можно закрепить узлом и отрезать. Затем прикладываем вязание к бумаге и обводим стельку. Уменьшаем стельку на 2 мм, если нитки толстые, и на 1 мм, если вяжете ирисом. И вырезаем ту стельку, что меньше. Затем возьмите пластиковую коробочку и вырежите дно. Главное, чтобы оно было ровным. Я это делаю так. Прикладываем нашу стельку и приклеиваем скотчем. И теперь вырезаем стельку из пластика. Одну стельку вырезали, берем эту же бумажку и вырезаем вторую. Вырезали стельки и отложим их. Четвертый ряд вяжем за переднюю стенку. 1 воздушная петля, 23 столбика без накида. Все столбики вяжем за переднюю стенку. Провязали. Затем оставляем небольшой хвостик белой нити и обрезаем ее. Берем коричневый цвет, оставив длинный хвостик. И этой нитью делаем соединительный столбик в воздушную петлю за переднюю стенку. Эти нити можно связать. И дальше 5-й ряд вяжем за передние стенки. 1 воздушная петля, 8 столбиков без накида, 1 убавка. За передние стенки я делаю убавку так. Ввожу крючок за первую петлю, затем за вторую и провязываю их вместе. Дальше 2 столбика без накида. И еще 1 убавка за передние стенки. Затем 9 столбиков без накида. Перекладываем маркер и делаем соединительный столбик в воздушную петлю. 6-й ряд. 1 воздушная петля, 6 столбиков без накида. Затем 4 убавки. Так как я вяжу изнанкой наружу, убавки я делаю за заднюю стенку. Сначала захватываю вторую петлю, а затем первую и провязываю их вместе. Таким образом убавка будет незаметна. Это я сделала первую убавку, дальше 2-я убавка. Третья убавка. И 4-я. Затем 7 столбиков без накида. Провязала, перекладываю маркер и делаю соединительный столбик в воздушную петлю. Белую нить отрезаем, а коричневую вставляем в иглу и выводим наружу. И теперь этой нитью мы должны перекрыть вот эти белые ниточки. Только сильно не затягивайте. Прошлись так по кругу, выводим нить вовнутрь, закрепляем ее узлами и обрезаем. Затем вставляем стельку и продолжим вязать в следующей части видео. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Если да, ставьте, пожалуйста, пальцы вверх. Пока!